Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Гудвин Винтаж. Сегодня нашла вот такой большой пакет. Не терпится мне его открыть, рассмотреть. Увидела несколько интересных вещиц. В общем, заплатила $20 и надеюсь, что не пожалею, так как увидела, как я уже сказала, здесь вот безил. Я не знаю, что это и в каком это состоянии. Также увидела вот это яблочко, Аврора Бореалис. В общем, мои дорогие, пакет большой, разбор будет, надеюсь, интересным. И хотела перед началом поиска клада спросить у вас, и надеюсь, что вы мне совет дадите. У меня есть вот такая классная брошь Сара Кавентри с пекинским стеклом, и это брошь-подвеска. А в прошлом своем видео я вам показывала распаковку и нашла вот такую цепь. Хотелось бы мне носить эту брошь не как брошь, а как именно подвеска. И хотела у вас спросить совета. Можно ли вот в таком виде, вот так я ее решила подвесить. Мне кажется, они как-то по стилю не очень, но по размеру и как бы более подходящего для этой броши подвески у меня ничего нет. В общем, жду ваших впечатлений. Вот так покажу. Возможно ли вот в таком варианте эту подвесочку носить. Ну, в общем, вам вопросик такой. А я начинаю распаковку сегодняшнего большого пакета, большой лот. Не знаю, что тут. Достался дороговато, как я уже говорю, но надеюсь, сегодня мои вот эти убеждения по поводу того, что можно купить дешево и классные вещи, а дорого можно просто выбросить деньги, не знаю, подтвердятся или нет на сегодняшний день. Будем посмотреть. Пакет большой и тяжелый. Набит не полностью, но, видите, что-то тут интересное есть, и пакетики есть. Так что вот такая большая могучая кучка образовалась. Много, скажу честно. Пакетики убираю на, как сказать, напоследок. Вижу, что здесь вот что-то все запуталось. Ну, давайте, буду брать, мои дорогие, все по порядку. Так что здесь... Ну, вот такие бусы встречаются часто. И у меня их много и в белом цвете, и в синем цвете. А здесь вот такой розово, даже фуксия цвет. Нитка. Думаю, что это 60-е, 70-е, возможно. Остатки былой роскоши покрытия Аврора Бореалис. Ниточка такая небольшая. И здесь вот это металлические. Но вот это вот, я думаю, что это очень старые бусы. Удивительно, что это металлическая нитка. У меня похожие тоже попадались уже. Но они такие тяжеловатые. Вот позолота сошла. Но у меня такое ощущение, что это прям вот очень старая. Очень-очень старая. Думаю, что это 40-е. Не побоюсь этого слова. 30-е годы. Собраны они на металлический жгутик. И они такие все, вот сейчас поближе покажу. Вы поймете. Посмотрите, очень старая застежка. И она даже не, как бы не патина, а ну прям такой налет старины. У меня такое впечатление, что это какое-то довоенное, возможно, украшение. Вот такая. И это металлические шарики на металлической такой, как нитка сказать сложно, на металлической проволоке. И они такие прям очень старые. Мне кажется, очень старые. Что вы считаете? Что вы думаете по этому поводу? Так, ну и давайте буду брать по порядку из этой кучи. Первое, что тут попадается. Все запуталось, конечно же. Так, минуточку терпения. И все у нас получится. Так, получилось. Вот такая нитка, бусы. Но вы знаете, это даже не Аврора Бореалис покрытие, а думаю, что более современное. Сейчас, минутку.
Смотрю. Маркировки нет. И здесь вот, видите, прицеплена вот такая штучка. Как бы признак, показатель, что это РМН. РМН. Не знаю, что это такое. Напишите. Но мне кажется, это вот что-то прям, ну, не родное. Просто сюда прицепленная удлинительная вот такая вещица. Потому что, посмотрите, они по оттенку отличаются. Хотя могу ошибаться, мои дорогие. Сделаю как и было. Возможно, здесь есть тоже маркировка какая-то. Нет, на самой застежке больше нет никакой маркировки. Но это вот такая нитка. Так, что по поводу вот этой нитки могу сказать. Да, это стекло и очень красивая огранка. То есть вот часть бусин покрытая, как бы не бензиновое даже это покрытие, не Аврора Бореалис, я не знаю даже, как это назвать, но вот бусины среднего или мелкого размера имеют очень красивую огранку. Все вместе это очень сверкает сильно. Но это точно не Аврора Бореалис, потому что такое вот густое, даже не бензиновое покрытие, а именно какое-то посеребрение, что ли. Кто знает, тоже напишите, пожалуйста. Нитка интересная. Единственный момент, который мне не нравится, то, что, во-первых, не родная или родная, но так пристегнутая вот эта вот маркировка. И они такой длины, ну, в общем, длинные сами бусы. Либо их надо как-то подвязывать, либо их в 2 ряда. Думаю, что да, в 2 ряда они тоже будут хорошо. Но в целом ниточка такая приятная, красивая, стеклянная. И бусины очень красиво, с красивой огранкой очень. Прям сверкают. Очень сильно сверкают. Так. Так, ну следующие бусы это точно Аврора Бореалис. И это тоже нитка. А вот это вот более ценная вещь. Это трехрядные бусы. Авроры Бореалис у меня много. Люблю, всегда покупаю, даже если они отдельно продаются. Но это просто чудная нитка. Сейчас покажу вам поближе. В раскладке очень красивая. Прелестная Аврора Бореалис. Всегда любуюсь. Это вот, да, отлив такой прекрасный. Просто замечательные бусы. Что-то прилипло. И думаю, что возраст винтажный они имеют. Конечно же, первые признаки это замочек, крючок. Думаю, что это первые, одни, скажем, из первых Аврора Бореалис, которые появились в 50-х годах. Думаю, что это 56-й, 57-й, возможно, год. Но думаю, что прям вот старенькие-старенькие. Все кристаллы в отличном состоянии. Очень мне вот это нравится. Ну, я уже как бы не то, что себя успокаиваю, я уже понимаю, что ну, $20 за пакет, ну, это вполне нормально. Бусы просто крутые. Кстати, у меня к этим бусам есть серьги. Сейчас, минуточку. Это вот такие тоже находила. Прям в коробочке купила. Мне кажется, они прям очень хорошо подходят друг к другу. Возможно, здесь даже это был комплект, потому что вот, ну нет, все-таки здесь были что-то более мелкое, потому что места мало. А мне кажется, идеально, да, подходит. Посмотрите, какой классный комплект собирается. Очень люблю, конечно, когда украшения в комплектах. Мне кажется, это просто идеально. Идеальный вариант. Они по оттенку очень похожи. По оттенку очень похожи. По форме огранки. Посмотрите, они очень похожи. Мне кажется, комплект собрался. Я уже очень этому довольна. Так, ну давайте идем дальше. Полюбовались и идем дальше. Следующее. Здесь у нас безел. Разноцветный, стеклянный, но нужно чистить. Он такие красивые оттенки.
очень люблю Безил. И нитка длинная. У меня есть тоже похожая, но в лучшем более состоянии. Здесь, видите, нужно ее чистить. Металл потемнел. Вот такая вот длинная нитка. Отличные открытые кристаллы. Очень красивого оттенка. Просто великолепные. Но вот, кстати, такое крепление, оно практически неубиваемое. То есть, если нитка бус может порваться, может как-то там запутаться, можно какие-то бусины потерять, то вот в этих бусах ничего невозможно. Ну, единственное, если только они разорвутся, то это не составляет никакого труда, просто звенья вот соединить и все. В общем, неубиваемое крепление, неубиваемые бусы Безил, Безил, кто-то меня будет поправлять, не судите строго. Вы все, конечно, понимаете, любители винтажных антикварных украшений и знаете, о чем это такое я говорю. Просто великолепно. Уже довольна. Вот Аврора Бореалис, Безил, ну, эти вот из 30-е, 40-е годы. Просто уже я довольна, уже забыла про те $20, которые я отдала за этот пакетик. Так, а здесь вот... Здесь что-то сборное. Хочу посмотреть, раскрыть. Мои дорогие, здесь просто какие-то детали. Здесь вот вижу серьги. Кстати, в хорошем состоянии. Вполне может быть. Здесь вот какая-то сережка. Серьга одна, по-моему. Да, что-то одиночное, что-то тут собранное. Вот здесь. Ох, сколько их тут. Думаю, это из какого-то магазина, да? Мне кажется, вот эти вот вполне носибельные. Хороший металл. Но почему не смотрю маркировку? Потому что они так скреплены, что... Ну, как объяснить? Как будто что-то это из дешевого магазина. И маркировки, конечно, нет. А так вот кольца, кстати, в отличном состоянии. Такая парочка. Здесь вот с другим рисунком. Тоже такие в рабочем состоянии. Да, тоже без маркировки. Но посмотрите, они как-то сделаны, вот эти более интересные. Интереснее остальных. Такой вот рисунок у них. Интересный. Почему нет? Для каждодневной носки вполне себе хорошо подходят. Так, и остальные одиночные. Ну, это вот такие же. И одна вот такая. И здесь какие-то детали. Вот я здесь сказала одна. Здесь еще одна. То есть вот такая парочка. Да. Ну, это думаю, что из какого-то магазина. Ну, буду на подарки. Пойдут эти серьги. А здесь даже доставать не буду. Что-то вот такое мусорное. Обратно в этот же пакет оно идет. И также пусть и будет дальше. Да, вот эта вот деталь, она просто чешуйки какие-то нашиты. Тоже я сначала подумала, камея. Нет, это просто дешевое что-то такое из фурнитуры. Так что запаслась кольцами, серьгами разной формы, вернее, разных фасонов. Так, здесь вот шелковые бусины, тоже это мусорное что-то. Так, остались еще пакетики и еще вот. Так, ну и на шедевр даже знаю, что будет на шедевр. Вот такие серьги. Я думаю, что с шедевром я все-таки поспешила определиться. Думаю, что вот это как раз серьги, которые вполне достойны шедевра. Это трифари. Или трифари, как вам удобно. Великолепие какое. Посмотрите. Какие классные серьги. Да. Пакетик $20. Здесь из патины они. Ну, старенькие. Старенькие. Надо почистить. Великолепные серьги. На разные ушки. С разным покрытием металла, броширование, глянцевое.
Такие красивые серьги. Трифари в пакете. Просто довольна. Абсолютно. Уже довольна, уже уверена, что все окупилось. Уже несколько раз окуплено. Так, ну классно. Так, тоже этим я очень довольна. Следующие бусы. Что это? Тоже похожие у меня есть. С другими бусинами. Здесь что не так? А все тут красиво. Все очень здорово. Винтажное такое колье. Сели на месте. Что-то тут не хватает, да? А, нет, это просто вот эта цепочка опустилась. Посмотрите, какое интересное колье. То есть бусины, ну, под жемчуг. Я думаю, что это искусственный жемчуг, конечно. Но бусины матовые и глянцевые. Тоже редко встречается, чтобы бусины имитировали жемчуг, и при этом еще был типа матовый жемчуг. И позолоченные бусы тоже матовые. Очень довольна. Старый замочек, крючок. Вот это тоже. Я думаю, что это 60-е. Так, маркировки не вижу. Так, нет, здесь не маркировка. В общем, вот такие тоже интересные бусы, колье. Пусть будут. Вот такое тоже у меня похожее есть. Это Сара Кавентри. Вот судя по вот этому подвесу. Но маркировки нет. Да, какого-то периода они просто обходились без маркировки. И их знаком был вот такой подвес. Тоже часто встречаются. Это тоже 60-е. У меня тоже похожие есть листья. Обратная сторона. И обратная сторона в отличном состоянии. Просто великолепные колье. Так, следующий пакетик. Вот такой медный лист. Мне кажется, он очень старый. Листики такие тоже встречаются. Как это называется, когда натуральный лист опускается в металл и как бы в таком положении. Ну уж очень он такой тщательный, прям очень похож на натуральный. И очень такой старенький. Здесь работает, не работает. Старая застежка, тоже вот патина есть. Но лист очень похож на натуральный. Я думаю, его нужно почистить, и тогда прожилки будут, скажем, светлого оттенка или наоборот темного оттенка, а сам лист немножко посветлеет. Но очень похож на натуральный. Посмотрите, если бы вот так лежал, да, то его вполне можно принять за натуральный лист. Какого растения сказать не могу. Очень натуральный выполнен. Смотрите, какая тонкая, да, работа. И он весь такой вот прям натуральный листик. Он такой тяжеловатый. И оттенок такой уже прям. Оттенок глубокой осени. Уже опавший лист. Ну и что я предполагала шедевром. Это вот яблочко. У меня тоже есть фруктовая коллекция. Кто не смотрел, может быть, посмотрите. И похожие яблочки тоже у меня есть разных размеров. И я, да, знаю, что такие предметы маркированы. А маркировано Avon. Представляете, я думала, что есть у Трифари яблочки такие. У меня, по-моему, маркировано Сара Кавентри яблочко есть. А это вот Avon. Посмотрите, какая чудная вещь. И какая красивая маркировка, да, просто маркировка. Брошюровка, да, просто не отличить от чего-то такого прям именитого. Но хотя и возможность такую я тоже не исключаю, так как компания Avon не занималась и не занимается производством украшений. Она делает заказы у известных компаний, у известных марок. Иногда пишут Трифари для Avon или еще какая-то компания для Avon. А здесь вот просто чисто думаю, что это что-то, может, 80-е, 70-е.
Хотя некоторые зрительницы недавно мне писали, что сегодняшние украшения от Avon не такие качественные, как были раньше. Ну, вполне, конечно, возможно. Каждая, вернее, компания старается экономить для, скажем, украшений старшего возраста от Avon. Они все качественные и уже проверенные. Ну, вот такой сегодня пакет получился. Мое впечатление положительное. Я довольна и жду ваших впечатлений. Как вы считаете, стоил ли этот пакет $20? Жду ваших дополнений. Возможно, у вас есть какая-то более подробная информация. За нее я вам очень буду благодарна. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.